Здорово! В этом видео я буду собирать Харлей. Установлю на раму Springer вилку, соберу колеса, соберу двигатель, установлю тормоз и, конечно же, без болгарки тут не обойдется, потому что всем этим деталям по 70-80 лет. А реставрировать я умею только болгаркой. Вообще это видео будет полным хаосом, потому что я брался за одно, перескакивал на другое, брался за третье, а все потому что я ждал детали из Штатов, ждал нужные расходники и инструменты, но по итогу получилось это. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Для начала я решил установить спрингер на раму. Изначально у меня были чашки от армейского Harley VLA под наборной шариковый подшипник. Также были новодельные чашки под конический подшипник, которые пришли вместе с рамой. Естественно, я сперва захотел поставить оригинальные чашки от VLA, но они по всем параметрам меньше, и кроме того, что они болтаются в раме, они еще и не налазят на дюймовую рулевую от спрингера Big Twin. Поэтому их надо серьезно доработать, чтобы они встали в мою раму. Начал я с того, что расточил внутренний диаметр чашек 7/8 на 1 дюйм, а потом выточил переходные рукава и запрессовал их на чашки. После обварил, проточил и запрессовал на раму. При запрессовке нижней чашки выключили электричество, поэтому бить молотком мне пришлось в романтической атмосфере при свете свечи. Ну а дальше самая шатская идея, которую я когда-либо придумывал: подогнать обойму днепровского шарикового опорного подшипника к чашке VLA. Но днепровский шарик для этой обоймы слишком большой, а шарик поменьше не прилегает плотно к обойме. Конечно, а сперва проверить, а потом точить? Не, зачем? Но я на этом не остановился и таки попытался воткнуть туда обойму от комбайнерского опорного подшипника. Искры и пламя летели, подшипниковые обоймы точились, логика орала, но мой больной на мозг не желал принимать поражение. В итоге, таки признав абсолютное отсутствие ремонтопригодности самодельных, переточных, да еще и неподходящих обоим от комбайна под шариковый подшипник, я таки взялся установить мощные, надежные, доступные конические подшипники от Днепра. Для их установки чашки всего лишь пришлось расточить на пару десяток, после чего обойма села туда на горячую посадку. В нижней чашке застряла обойма от предыдущего подшипника, который там жил, и выковырять ее оттуда не представляется возможным, да и не надо в принципе. И да, днепровский подшипник в эту обойму не садился, ее надо было изъять, расточить чашку и усадить туда обойму днепровского конического. На сам спрингер выточил плямбу, которая плотно садится на рулевую, а на нее запрессовывается сам подшипник. Также переточенную кем-то гайку от VLA, которая длиннее, чем у 1,2 литровых Харлеев, пришлось еще немного доработать, но по итогу вилка села в раму, и установлена она там сверхнадежно на доступных, мощных подшипниках, при этом ни рама, ни спрингер не перепилены. Деталей из Штатов пришлось заказать немало. И большинство из них это оригинальные харлеевские детали, которым по 70-80 лет. Естественно, все наколхожено и нуждается в восстановлении, как, например, этот маслобак, на который наварили кучу чермета, потому что устали искать по обочинам выпавший оттуда аккумулятор. У меня же обочины довольно узкие, и найти выпавший аккумулятор будет несложно, поэтому я срезал весь этот ржавый стальной картон. Дальше выдалась хорошая погода, я отогрел раму и решил задуть ее прозрачным лаком, просто чтобы она не гнила. Соответственно, обезжирил и задул в 2 слоя.
На очереди заднее колесо. Это 18-е колесо с армейского Harley WLA, в народе известный как VLA. И нет, армейский Harley WLA это не то же самое, что мой Penhead. Но колесо все-таки оригинальное харлеевское, плюс я просто обожаю 18-е колесо сзади. Именно 18-е вместо толстого, опухшего 16-го по очень простой причине. Потому что... На самом деле это дань старым Harley VL, WL и ранним Knucklehead'ом. Плюс мне нравится, когда на мотоцикле нет ничего лишнего, все довольно тонкое и изящное, не забирает на себя внимание, выделяя тем самым двигатель и коробку передач. В общем, это колесо, которое колесило по Советскому Союзу лет 60. Потом родная 400 на 18 шина сдала позиции. Другую такую же дед не нашел и просто приварил на обод по куску чермета, дабы сюда встала шина на 19 и потом катался еще лет 15. Перед расколхозом я распицевал колесо, потому что спицы все заржавевшие, а третьей части спицы вообще нет. При этом колесо нужно собрать нормально, чтобы оно ездило и было ровным. Но каково же было мое удивление, когда спицы, которые закрутили на заводе Harley-Davidson в 1942 году, ровно 80 лет назад, после нагрева просто откручивались, будто их закрутили вчера. Конечно, не без потерь, но большая часть спиц выжила и снова готова к сбору пыли с сельских полей. Дальше я взялся срезать наколхоженный под 19-ю покрышку металлолом, и все это время я думал, что это просто трубка. Но, как оказалось, это был сплошной кругляк на 12 общим весом больше 2 килограмм. После я счистил оставшийся сварной шов. Ладно, мы исчистили. Глубокие борозды, которые я случайно оставил БФ станком, я подварил и зачистил. Дальше я чистил ржавчину на внутренней части обода, только на внутренней. Обезжирил и покрасил, чтобы не ржавело, но только в практических целях, дабы куски ржавчины не протерли камеру насквозь. Внешнюю часть обода, конечно же, я оставил как есть. Ступица, из-за того, что ролики в ней катаются прямо по корпусу самой ступицы, а не по впрессованной в нее обоями, довольно уставшие, но в данном случае все отлично чинится роликами увеличенного диаметра. Ступицу разобрал, отмыл, и теперь можно заняться спицами. Харлейская спица имеет переходное сечение, внизу она толще, вверху тоньше. Вместо недостающих спиц я решил применить спицы с зеленки ИМЗ, и оказалось, что спицы практически идентичны. Но диаметр резьбы на советской спице больше, соответственно и гайка толще. Советская гайка не лезет в отверстие в ободе. Гайка от ижа в отверстие в ободе лезет. В ней резьба на 4 мм. Соответственно, я взял спицы из зеленки, головки спиц с ижа, перерезал в них резьбу с 4 на 5 мм и вуаля, недостающие спицы готовы. Колесо можно спицевать. Советские спицы без переходного сечения я ставил на внутренние ряды, а харлеевские на внешние, чисто из эстетических соображений. Со спицовкой все просто. Сперва нижний ряд на одной стороне, потом верхний ряд на этой же стороне. Переворачиваем колесо и с другой стороны делаем то же самое. Когда все спицы были на месте, выставил ступицу в ободе на глаз и слегка подтянул все головки спиц. Дальше, дабы окончательно затянуть спицы и выровнять колесо, его нужно закинуть на ось, для чего ступицу необходимо собрать. Но сделать это легко, когда есть все детали ступицы, которых, на удивление, здесь довольно много. Соответственно, всех деталей нет, поэтому я буду импровизировать. Одна из таких деталей — это опорная шайба малого подшипника. Мне повезло найти похожую каленую шайбу, которую лишь надо уменьшить по внешнему диаметру. Главное, втулки в ступице не было, благо я заранее приобрел ее у гуру по деталям ВЛА Евгения Губанова, за что ему спасибо. Втулка бэушная, немного уставшая, но еще отлично походит. А вот роликам прям плохо, они очень сильно просажены от номинального размера, но пока что других у меня нет, поэтому собирать буду с этими. Также у меня не хватает дистанционных шайб, которые уменьшают осевой люфт главной втулки, поэтому я вырезал их из листа тонкой латуни. Пробковые пыльники превратились в стикстолит, а листового пробкового картона у меня нет, но зато есть...
Фетра, хоть она и синтетическая, отлично справится с пылезащитой внутренностей ступицы. У колеса есть и осевое смещение ступицы к ободу, и восьмерка. Выровнять в идеал это все не получится, потому что ободу столько же лет, сколько было Берту Рейнольдсу в 2016, но все-таки сделать издабельное колесо получится. Для вращения на оси ступица была сухой, дабы забитый внутрь литол не давал лишнего сопротивления при вращении, но теперь ступицу можно собрать чистовую с обилием смазки. Пыльников пришлось поставить по 2 штуки, но главное не забыть их смазать тоже, ибо трением о втулку они разогреют ее докрасно и отпустят слой цементации. Ведь все-таки это целые стельки галош, которые неубиваемы. После сборки ступицы осталось только намотать флиппер и можно накидывать резину. Покрышку мне прислал один прекрасный человек с именем Андрей, за что я ему безумно благодарен. Он днепровод и по-настоящему крутой байкер, который поистине шарит за правильный кастом. Это Шинко 400 на 18, я прям счастлив, что у меня есть эта покрышка, так как очень долго не мог найти ничего подходящего. А без такой покрышки я бы просто отказался собирать мотоцикл, так как, по моему мнению, резина очень важна при создании стиля мотоцикла. Камеру я покупал давно, она китайская, зато новая. Таким образом, получаем собранное 18-е колесо с сохраненной патиной, готовое для установки на мотоцикл. Правда, ему предстоит заменить ступичные ролики в будущем, но мы все прекрасно знаем, что это случится навряд ли. Здесь стоит 21-е сборное колесо с ободом от Minsk Cross, и когда-то я запасся еще 2 21-ми колесами от Minsk Cross и Ishka 15. Поэтому я был спокоен, что обод на переднее колесо у меня есть. Правда, я совсем забыл, что у этих ободов по 36 дырок, а у харлеевской ступицы 40 отверстий под спицы. Я побежал в загашник искать еще 2 21-х обода, которые именно харлеевские, и в них по 40 отверстий, но, осмотрев их подробнее, оказалось, что они просто уничтожены. Настолько они кривые. Таким образом, получается, обода на переднее колесо у меня нет. Найти 21 обод под 40 спиц в Украине у меня не получилось, и я заказал его из Штатов. Ждать недели 2-3, поэтому я решил заняться двигателем. В целом, с двигателем все просто. Полностью разобрать, отмыть, смазать, загерметизировать все, что необходимо загерметизировать, и собрать на новых прокладках. Но с моим, в кавычках, везением над этим планом действий можно было только поржать, потому что, когда в мое колесо что-то встревает, это не палка, а каленый 70-й лом. Короче, я просто начал разбирать по шурику скинутый мною в кучу мотор, пока не уперся в плямбу шкива, который сюда воткнули, дабы поставить ременную передачу с двигателя на КПП. Анализируя время от времени свои решения и действия, я иногда сомневаюсь, что количество хромосом у меня в стандарте, потому что вместо того, чтобы моментально срезать эту вонючую, никому не нужную плямбу, я на какой-то корень хотел сохранить ее в качестве шлицевой, на что потратил часа 3. К тому же тратил я не только свое время. Ну а на финиш пришел инструмент, разбирающий что угодно. Оказалось, шлицы там были настолько заржавевшими, что Титаник на их фоне выглядит абсолютно новым. Как в принципе и на фоне сквозных шпилек блока. Выпрессованное колено значило финал разборки, и можно было браться за приведение в порядок деталей. Начал я с цилиндров, которые, как шлицы и шпильки, были обильно покрыты ржавчиной. Эту самую ржавчину я счистил, в некоторых местах под ней оказались небольшие раковины, которые сперва меня слегка расстроили, но потом я вспомнил, какую поршневую я поставил сюда, насколько огромным был зазор в замках колец и насколько сильно болтались поршни в горшках. Притом этот Днепр уже 5 лет подряд тащит по 250-300 килограмм в коляске и даже не ест масло при этом. В общем, я успокоился и продолжил приводить в порядок остальные детали. К тому же, я не делаю сейчас полный капитальный ремонт мотоцикла, я хочу его просто укомплектовать, чтобы он просто работал и ездил, а косяки буду исправлять постепенно, со временем. В общем, я взялся все тщательно отмывать, чтобы в будущем хотя бы не думать о наличии хлама в двигателе. Хорошенько отмыв блок и коленвал, можно запрессовывать коленвал обратно в левую половинку блока.
Важно не забыть дистанционную шайбу и хорошенько смазать все густым маслом. Я мазал трансмиссионкой. Опять-таки, просто кинуть коленвал под пресс и надавить я не могу, потому что обе половины сожмет, цапфы уйдут и до свидания. А заново выставлять коленвал в идеал — это ненужная головная боль. Поэтому я просунул лист рессоры между блинами колена и надавил непосредственно на половину, чью цапфу запрессовываю в подшипник. Но рессора, упершись в блок на половине пути запрессовки, не дала вогнать колено полностью. Поэтому пришлось под резец вытачивать гайку на 7/8 с 14 шагом, чтобы полностью втянуть коленвал в блок. И при помощи отца, который держал всю эту кучу в куче, коленвал полностью осел в подшипнике. Затем я привел в порядок вторую половинку блока, почистил от прокладок плоскости, и, кстати, это именно та причина, почему я мажу прокладки литолом перед сборкой, чтобы они не приклеивались и чтобы не тратить кучу времени на то, чтобы их отодрать. Коротко о маслосистеме. Насос тут стоит двухсекционный. Одна секция забирает масло из маслобака и подает в двигатель, вторая секция забирает масло из двигателя и отправляет обратно в маслобак. Из маслобака масло забирается маслонасосом и по этому каналу отправляется в крышку распределения. Из крышки масло уходит в цапфу коленвала, по щеке коленвала отправляется в шейку и там смазывает шатуны. Также разбрызгиванием смазывается нижняя часть поршней, цилиндры и поршневые пальцы. Маслонасос по каналу в блоке подает через эти отверстия масло в толкатель. Также этот канал соединен с этими двумя отверстиями, и через эти отверстия, через цилиндры масло попадает в головки, смазывает там коромысла и клапана. Затем поршни уходят вверх, в этой области создается вакуум. Этот вакуум засасывает через каналы в цилиндрах масло из головок, и оно попадает сюда, в область коленвала. Дальше коленвал вращается и подкидывает масло в этот канал. Поршни идут вниз, здесь создается давление, масло через этот канал проталкивается к сапуну. Сапун, вращаясь, открывается, и масло под давлением вбрызгивается в ГРМ. Смазывает здесь все распределение, и дальше по каналу внизу блока забирается маслонасосом и отправляется обратно в маслобак. Прессовать вторую половинку блока на колено не нужно, потому что тут стоят роликовые подшипники, чья обойма уже стоит в блоке. Между обеими половинками блока прокладки нет. Вместо нее тут используют герметик. Использовать нужно специальный герметик, который легко рвется. Как раз полная противоположность силиконовому красному герметику, который у меня есть. Но все же я использую не обычный маринованный в уксусе герметик, а импортный герметик, который мне подогнал один отличный человек. Мазать, соответственно, нужно очень тонким слоем, чтобы излишки не выдавило вовнутрь блока. И даже несмотря на то, что я мазал тонким прозрачным слоем, оно все равно выдавило герметик наружу, то есть, очевидно, его нужно немного. А в местах прилегания, в которых есть прокладка, герметик вообще не нужен. То есть ставить нужно либо только прокладку, либо только герметик. Только если это не ужасное литье с раковины, либо на местах прилегания есть механические повреждения. На очереди распределения и гайка цапфы коленвала, которую нужно немножко восстановить. Magic. На цапфе стоит шестерня привода маслонасоса и главное шестерня распределения, которая вращает распредвал, сапун, шестерню прерывателя зажигания, паразитку и генератор. На гайке цапфы левая резьба, и удобно ее затягивать, вставив какую-то латунную или медную оправку в шатун. Сапун, шестерня зажигания, ее дистанционная втулка, дистанционные шайбы распредвала, сам распредвал и, что важнее всего, сопоставить все метки. Паразитка генератора с ее дистанционкой и экран, который предположительно отделяет частички масла от картерных газов. Ну, на самом деле он ничего не делает. Но он там был с завода, и чтобы эта штука не затерялась где-то у меня на чердаке, я его поставил. Теперь необходимо вырезать новую прокладку, и очень важно, чтобы она была такой же толщины, как и та, которая была тут установлена до этого, потому что под нее подбирали толщину дистанционных шайб и втулок всего распределения. Подобрал самый подходящий по толщине паранит, вырезал прокладку и накинул крышку, дабы глянуть на зазоры в распределении. На первый взгляд кажется, что это много, но когда болты крышки затянутся, крышка усядет и зазоры станут просто идеальными. Маслонасос я разбирать не хотел, потому что между его крышкой и корпусом стоит прокладка строго определенной толщины, и другой такой прокладки у меня нет, и вырезать ее, соответственно, не из чего. Но все же я решил снять крышку и глянуть внутрь, дабы убедиться, что к шестерням не попал какой-то мусор. Внутри все оказалось довольно чисто, плюс прокладка умудрилась выжить. Вторую секцию маслонасоса я осматривать не буду, потому что мне достаточно информации по одной. Внутренности я отмыл очистителем тормозов, смазал заново и собрал все обратно. После перешел к толкателям и их корпусам. Слава свету, тут были цельные толкатели, не дурацкие гидравлические, которые в данном случае выходят из строя, когда им заблагорассудится. Перед установкой толкателей залил масло в распределение. Залил полусинтетику ZIG.
Корпуса толкателей отличаются на передний и задний, и очень важно сопоставить масляные каналы. Ну и раз уж в распределении есть масло, можно проверить работу второй возвратной секции маслонасоса. Достаточно пару раз провернуть коленвал, и из канала обратки начинает вылить масло. То же самое и с подачей. Если заполнить первую секцию маслом и повращать немного коленвал, то из каналов подачи начинает бежать масло. Таким образом убеждаемся, что с маслонасосом все в порядке и он работает отлично в обе стороны. Далее поршневая. Второе компрессионное кольцо имеет метку, которая должна смотреть вверх. И да, кольца я ставлю БУ, которые тут и стояли. Во-первых, потому что у меня других на данный момент нет. Во-вторых, потому что они в отличном состоянии и имеют идеальный зазор в цилиндре. По причине того, что у цилиндров внизу очень маленькая вспомогательная фаска для установки поршня с кольцами, плюс цилиндры чугунные и нереально тяжелые, отчего их тупо неудобно держать на весу, куда проще засунуть поршень с кольцами в цилиндр и вместе с цилиндром устанавливать на шатун. Полость к коленвалу я тоже залил масло, нагрел поршень, воткнул палец, поставил второе стопорное кольцо и осадил цилиндр на место. Гроверы в данном случае не нужны, и цилиндры прикручиваются гайками напрямую. Но опять-таки будет жаль найти эти гроверы под верстаком лет через 50, поэтому я решил их поставить. Очень важно перед затяжкой цилиндров провернуть их вовнутрь, если смотреть со стороны распределения. Тогда с установкой впускного коллектора будет меньше проблем. Перед установкой головок всегда устанавливается прерыватель зажигания, иначе его пришлось бы полностью разобрать, ибо он не влез бы под головой. Это не оригинальный новодельный прерыватель с автоматическим механическим опережением зажигания, и меня он до невероятия раздражает, но в будущем я обязательно разживусь оригинальным, а пока что придется поставить этот. В общем, я его тоже разобрал, отмыл, смазал и собрал обратно. Выставил зажигание не по метке, а по ВМТ первого цилиндра. Ну и на финиш головки. По головкам план был простой: вынуть клапаны, вымыть все, вычистить, притереть клапаны и собрать все обратно. Ну, судя по тому, что головок на моторе нет, нетрудно догадаться, что план не сработал, но об этом чутка позже. Выхлопные фланцы на этих головках — это слабое место, и кто-то их тут уже переварил, но так и не удосужился убрать ступеньку между каналами ремонтным фланцем. Я эту ступень, соответственно, убрал и расширил диаметр фланца в диаметр самого канала. Об этой трещине я знал с самого начала и особо не обращал на нее внимания. Седло тоже меняли, и там тоже гигантская ступень, которую я тоже снял, дабы поток смеси о нее не стопорился. Седло до этого прирезал слепо-глухонемой человек, либо не прирезали вовсе, ибо рабочей фаски там вообще не было, а клапан сидел в седле, будто его туда нечаянно уронили с перепугу. Соответственно, я выточил вороток под диаметр направляющий, прирезал седло и притер клапаны. И только когда клапаны были уже притерты и плотно прилегали, я наконец мог проверить, насколько серьезна та самая трещина. Я поставил клапан, подул в канал, и из этой трещины пошли пузыри. То есть трещина идет насквозь от седла через окладную футерку и ко впускному каналу. И да, точно такая же трещина и на второй голове тоже. Тигапарата у меня нет, но сдаваться я не намерен, поэтому я заказал в интернете кое-что, что в теории поможет мне отремонтировать головки дома. Пока этот секретный ингредиент плыл по почтовым отделениям, я решил не сидеть без дела и заняться задним и единственным в моем случае тормозом мотоцикла. Новые колодки, уставший тормозной барабан и кучка мелочи. Опорник, который на первый взгляд ничего так, но на самом деле он просто дико кривой. Опорник нужно выровнять, перевтулить посадку и отремонтировать отверстие стойки колодок. Выровнять не так сложно, как может показаться, достаточно прижать в прессу и сразу видно, что и куда ушло. Дальше нужно просто активировать молотковую активность. И так со всеми посадками в опорнике. Затем выточил оправку, дабы выпрессовать старую втулку.
Ну а перевтуливать я буду, конечно, старой днепровской шатунной втулкой. Отверстие стойки колодок должно быть такое, потому что стойка и колодки выставляются на самом опорнике, то есть тут заложена функция регулировки. Соответственно, все разбитое я наварил, допилил надфилем и получилось функциональное отверстие. И теперь можно собирать. Советские мастера не единственные, кто любит набивать стрелки в противоположную от нужной сторону, очевидно, этим баловались и американцы. Пружины я взял днепровские, которые нужно укоротить, и, конечно же, пружины греть нельзя и прочее, но... If I don't do it right, because I don't want to. Теперь это все нужно собрать на мотоцикле, зажать педаль тормоза. Из-за того, что у колодок в этой части есть свободный ход, они отцентруются по барабану. И при выжатой педали с отцентрованными колодками эта гайка затягивается и получается отрегулированный тормоз. На очереди тормозной барабан, который ржавый, грязный, с двумя разболтанными штифтами и приваренной, вместо того, чтобы быть заклепанной, звездой к самому барабану. Правда, если бы звезда была не заварена, я бы, наверное, сам заварил вместо того, чтобы клепать заново. Затянув штифты, заметил на барабане трещину. Я очень долго думал, что делать с трещиной. Долго. Секунд 17. А потом понял, что если сварка тормозных барабанов это то, что ни в коем случае делать нельзя, то это именно то, что я должен сделать. Поэтому я снял фаску, заварил это все и зачистил. Барабан прикручивается к ступице 5 специальными болтами, конечно же с дюймовой резьбой и под дюймовый шестигранник, которого у меня нет. Зато у меня есть болгарка. Барабан, конечно, можно прикрутить на ступицу и закинуть колесо с барабаном вместе, но когда будет цепь, тяга тормоза, стойки крыла с крылом и прочее, то все равно придется прикручивать по месту. Теперь, если зажать колодки, можно заметить, как верхний опорник двигается. И теперь нужно зажать тормоз, колодки отцентровываются, и мы затягиваем гайку. Все, колодки отцентрованы. И тормоз работает отлично. К моменту, когда тормоз был собран, приехал специальный ингредиент для потенциального ремонта головок, а именно электроды по алюминию. Я прекрасно понимал, что шов из-под алюминиевого электрода это не шов, а чисто временная затычка, и со временем пришлось бы все счистить и заварить тигом среди аргона. Но мне нужен был временный вариант и не столько на прочность, сколько на герметичность, поэтому электроды показались мне неплохим вариантом. Я нашел у себя пару лопнутых поршней от К750, счистил оксидный слой, снял фаски, поменял полярность на сварочнике, разогрел поршень и начал тренироваться. Разжигается электрод очень трудно, плюс металл в самом шве получается довольно мягким, но, счистив верхний слой, я не увидел в шве пор и раковин, поэтому на следующий день снял фаски под трещине на одной из головок. В попытке снять фаски как можно глубже получилось так, что образовалась целая канава. В таких канавах, где шлак от электрода выходить некуда, сделать качественный шов без пор и раковин можно, но довольно сложно, потому что шлак заливается в сварочную ванну. Но чтобы все-таки заварить нормально, нужно накрутить ток до дури и варить. Но с алюминиевыми палками это не работает. Они ведут себя как угодно, только не так, как нужно. Залипают, плавятся, фыркают, искрят. Ночной кошмар. Но все же, с горем пополам я все это заплавил и начал счищать лишнее.
В какой-то момент я решил рискнуть частью шва и заглубиться дремелем, чтобы глянуть, что внутри самого шва. И, конечно же, там было ничто другое, как огромная полость, заполненная шлаком. Кроме того, что эти электроды дорогие, тяжело разжигаются, дымят едучим кислотным дымом, и сам металл в шве получается довольно мягким, в принципе, ими даже можно что-то заварить. Например, водосточный желоб или бабушкину алюминиевую кастрюлю. Электроды я прокаливал, головку разогревал на газовой плитке до градусов 200 и варил по горячему сухому алюминию. Но, будем честны, для каждой работы нужен всего один, но правильно подобранный инструмент. Данный инструмент не для этой работы. Поэтому я отложил головки и начал раздумывать, где и как их нормально заварить тигом. А в это время из Штатов приехал тот самый 21 обод, который я заказал недели 2 назад. Это обод R21 шириной 2,15 дюйма от Harley Davidson 90-х годов. И за исключением чутка отогнутого борта в одном месте, обод ровный и готов для заспицовки. Да, и отогнутый борт вовсе не страшен, когда есть молоток. Спицы я заказал новые, потому что лень было резать 40 резьб на электродах, да и на этих спицах уже есть переходное сечение, как на оригинальных харлеевских спицах. Соответственно, в заспицовке нет ничего сложного, все как обычно. Нижний ряд на одной стороне, потом верхний на этой же, переворачиваем колесо и с другой стороны то же самое. Целиком все спицы я поставил минут за 7. В ступице заднего колеса были подшипники, стопорные кольца и прочее, от чего укомплектовывать было проще. А вот передняя ступица была полностью пустой, для ее укомплектования пришлось раскошелиться на детали из США. Раскошелиться, потому что детали для этих ступиц просто жесть какие дорогие. Но даже вместе с деталями, которые у меня до этого были, собрать ступицу без импровизации не получится. Например, с самими подшипниками, от которых обойма у меня есть, а вот самих роликов нет. Благо в загашнике валяется целая куча роликов от коленвала армейского Харлея, которые точно такого же диаметра, просто чутка длиннее. Удлинять можно сваркой, укорачивать болгаркой, но все-таки делать более короткое из длинного проще. Поэтому я сделал из кругляка что-то наподобие калибра, благодаря которому буду укорачивать ролики до нужной длины. Сточив 26 роликов до примерно нужной длины, на финиш допилил их до нужного размера до соток. И порядок, комплект подшипников есть. Сделал предварительную сборку, дабы подобрать количество дистанционных шайб, которые тоже сделал из латуни. Соответственно, с собранной ступицей можно закидывать колесо на ось и выравнивать обод к ступице. Спустя несколько часов получаем сносно ровное колесо, с которым можно с уверенностью кататься. Теперь ступицу можно набить литолом, поставить пыльники и готово. Пока что я выбрал хромированные крышки, не знаю зачем, но выбрал. Но у меня есть классные ржавые, кривые, побитые крышки, которые в будущем я и поставлю. Теперь можно наматывать импровизированный флиппер и отправляться на поиски 21 камеры. Из этого старого советского колеса вылезла забавная чехословацкая красная камера, на которой трещин так много, что они сравнимы лишь с количеством абразива в моих легких. Эта покрышка досталась мне вместе с этой, они прям как братья, обе старые 21-е американские покрышки одной и той же фирмы, лишь с небольшой разницей в рисунке. Проблема в том, что я всегда хотел Харли с 21-м колесом впереди с прямыми, четкими линиями. Но покрышку с прямыми линиями я поставил на этот Днепр, ну, значит, буду ставить на Харлей то, что есть. Покорпев над этой дубовой 60-летней покрышкой 3 монтировками, ее таки удалось усадить на обод, и в итоге получаем такое колесо. Согласен, получилось слишком красиво, как для обожающего ржавчину колхозника. Но я не намеренно выбирал хромированный обод и спицы, а покупал то, что было доступно для покупки. Да, и плюс 21 колесо одна из визитных карт мотоцикла, поэтому, в моем понимании, оно должно быть более или менее симпатичным. Дальше это колесо необходимо повесить на мотоцикл, для чего нужна ось и 2 дистанционные втулки по бокам от ступицы. Ось позже переделаю, нарезав внутренние резьбы в ней, ибо в таком исполнении для снятия колеса необходимо снимать одно из коромысел Спрингера. Когда ось была готова, выточил 2 дистанционные втулки.
После того, как я утяжелил раму всем этим, будущий мотоцикл впервые встал на колеса. Дабы он мог стоять без помощи триллиарда дощечек, я решил поставить боковой упор. Это оригинальный харлеевский упор с простой, но до изящества гениальной системой частичного складывания под весом мотоцикла, которая не дает упору вернуться в исходное положение, пока на него опирается мотоцикл. На раму сперва прикручивается специальная плита, которая крепит на себя педаль переключения передач, в моем случае это педаль сцепления. Также на эту плиту крепится подножка и боковой упор. Стараюсь по максимуму устанавливать на мотоцикл конкретно дюймовый крепеж, чтобы было проще разобраться с инструментом и работать над мотоциклом конкретно дюймовыми ключами, а не вперемешку с метрическими. Плюс дюймовый крепеж на американском мотоцикле эстетически правильнее, да и в большинстве мест, требующих крепежа, я и могу что использовать только дюймовый крепеж. Этот крепеж лет 12 назад появился благодаря моему отцу, и с тех пор мы только и делали, что плевались на эти дюймовые болты и гайки за то, что они не подходят на наши резьбы. Зато сейчас я ценю каждый болтик и каждую гаечку и безумно благодарен своему отцу за них. Для нормального функционирования бокового упора ему нужна пружина, и чтобы ее было за что зацепить, я сделал ей специальное ухо из нержавейки. Ну и раз уж мотоцикл стоит на колесах, нужно сделать так, чтобы его удобно было таскать по гаражу. Для этого нужен руль. Стойки руля я решил сделать из двух пар ижовских стоек. Их просто нужно соединить между собой и отрастить отрезанные кем-то крепления на верхнюю траверсу вилки. Сперва я выточил крепление на траверсу, а потом выточил соединительные втулки стоек. Нарезал в них резьбу и вкрутил стойки в них. Затем спилил торчащие и еще миллиард лет допиливал надфилем и наждачкой. Теперь между ними можно вставить рандомную трубу, имитирующую руль, и в собранном виде выставить крепление для сварки на траверсу. Крепления оказались слишком длинными. Я их укоротил, и когда прикинул все это к раме, сразу понял, что стойки получились слишком высокими. Но, пользуясь моментом, пока все ровно и выставлено, я приварил нижние крепления и все зачистил. После еще долго укорачивал стойки, до бесконечности все примеряя, потому что нужно учитывать еще высоту фары, размер бензобака, тип руля, чтобы все это на финише было гармонично. На данном этапе я решил закинуть двигатель в раму, который, будучи без головок, в ней просто потерялся. Как я удлинял дюймовые болты крепления двигателя, лучше никому не знать, но догадаться, как именно, несложно. Также я разобрался со всеми штуцерами маслонасоса и сапуна, накрутив туда правильных штуцеров, соответствующих году выпуска и резьбе на маслобаке. С целью закрыть еще одну дырку в моторе, я решил закинуть на мотор этот 5-тонный генератор. Какие-то признаки жизни он показал, поэтому можно почистить ему нулевкой ротор, вырезать прокладку и утяжелить им мотоцикл. На данном этапе я оживленно искал способ заварить головки, и способ был найден. Все должно было решиться 24 февраля, но в тот день случилось кое-что другое, что похоронило мою затею и не только. 24, 25, 26 у меня хватило настроения перебрать коробку, поменять в ней первичный вал, собрать ее, поставить на раму, собрать сцепление и оба цепных привода. Но при подобной ситуации в Украине настроение упало очень быстро, поэтому на данный момент я остановился на этом. То есть я планировал выпустить это видео и плотно заняться дикарем и его вилкой, чтобы он тоже уже встал на колеса. А после видео с дикарем должно было быть видео про первый запуск Харлея. Соответственно, оба мотоцикла должны были поехать к концу весны. Про КПП, сцепление и прочее будет следующим по Харлею видео, но оно выйдет, когда двигатель уже будет работать. Мотоциклы я завершу в любом случае, потому что мотоциклы — это моя жизнь, не меньше. А насчет видео... посмотрим. Премного благодарен всем за любого вида поддержку. В свою же очередь, единственное, чем я ненадолго могу отвлечь от происходящего, это мои ржавые железяки. Я уверен, что скоро все будет хорошо, и мы снова будем спокойно жить, ездить на своих железных конях и получать от жизни удовольствие. На этом у меня все. Счастливо.